А страх-то лезет, как с ним бороться? Я говорю, Бог, что такое? Бог – вечность и бесконечность. А мы проживаем на конечной территории. Мало того, зло распространяется только в материи. И я проживаю телом здесь, а моя душа вот здесь. Душа с Богом, и я к Нему тянусь изо всех сил, честно. И у меня кое-что получается. Если так, а Бог бесконечный по сравнению с маленькой конечной величиной, а по сравнению с конечной величиной, любая конечная величина по сравнению с бесконечностью есть величина бесконечно малая. Это математика. И тогда я свои мозги задавил именно этой математикой и верой. Говорю, Бог сильнее, чем зло. Следовательно, если я продолжаю бояться, значит, я не верю в силу Бога. Потому что Бог, еще раз говорю, это не просто 3 буквы. Его надо принимать с качествами. Это закон, это сила. Эта сила невероятная. Следовательно, если ты действительно идешь к Богу, Бог тебя защитит от зла. И поэтому вера помогла мне выстроить вот это, ну, скажем так, бесстрашие. А потом пошли проверки. Тоже не так просто. Одна ситуация, вторая ситуация на грани гибели. И вот если я устоял и не испугался, смотрю, эта ситуация сама по себе отходит, как будто ее и не было. И думаю, ничего себе. А я уже думаю, ну не боюсь, ну и пусть. Погибну, так погибну. Ва-банк опять. И вдруг отходит ситуация. И вот тогда такой вздох облегчения. Значит, живем. Думаю, но зато проверено. Каждый раз, когда ты не боишься, ты отклоняешь ситуацию. Почему? Потому что воля Божия, вот она нас накрывает, в том числе и на земле. И если я не боюсь, то я стою под зонтиком этой защиты. Если испугался, я тут же вылетаю из-под зонтика, понимаете? Поэтому Бога, если ты веришь, так верь. Если ты веришь в меня и в мою силу, так верь. Не просто вот Бог, а я отдельно. Нет. Бог сильный. Он сильнее, естественно, всего зла вместе взятого. То есть надо верить только в эту силу. И реально идти к Богу. Вот тогда я понял, что не бойся, не раздражайся, не обижайся, не надо мстительных эмоций никаких. И ты все время стоишь под этим зонтиком. Я тогда понял и прелесть смирения, и вот этого покоя внутреннего, когда тебе наскакивают какие-то хамы, и ты в ответ улыбаешься, но в лучшем случае иронически что-то ответил, совершенно беззлобно. И смотришь, как человека начинает трясти от злобы, потому что его зло в меня не попало. И тут же черти, которые его натравили, естественно, бумерангом полетело все обратно, и его начинает просто разваливаться и настроение, иногда и здоровье. А я говорю, я в этом не участвовал, я ему ничего плохого не желаю. Потому что попытка сделать мне зло, моим покоем отражена обратно. И зло рухнуло на того человека, который это сделал. Иногда это бывает мгновенно. Я думаю, мне ничего не надо. Я и не хочу, чтобы им было плохо. Особенно, когда довольно близкие люди делают. Когда мне вот идет что-то такое неприятное, я про себя думаю, вот как помните фразу, Господи, прости, бы не ведать, что творят. Ну, плохо же сейчас будет. Объяснял сотни раз, но нет, он человек это делает. Он начинает приступ у него. Тут же. А я не хочу. Я не хочу, чтобы мой близкий человек болел. А я ничего не могу сделать. Закон сильнее всех моих желаний. Это наши жалости здесь всякие и прочее. Закон, он абсолютно бесстрастен. Сделал плохо, получи по ушам. 100% всегда так. Скорость возмездия зависит от того, с кем обидчик связался. Если связался с чистым человеком, идет возмездие очень серьезное и быстро. Если с обидчиком, который сам еще обижается, ну тогда и задержка наказания идет, и не надо вот такое, потому что, я говорю, если вы действительно хотите, чтобы справедливость была быстрее, ну, тогда умейте прощать. Тем самым кармические связи обрубаете с обидчиком своим. Я ему в ответ не обижаюсь, я не хочу, чтобы ему плохо было в судьбе. На все воля Божия, пусть она разбирается. Я не сужу и не судим буду. Очень простая теория, ничего сложного нет. Просто эту простую теорию надо сделать образом жизни, и все. Вот в этом-то и приткнулось все человечество. Почему? А потому что наши авторитеты говорят, это невозможно сделать это образом жизни. Тем самым говоря, Господи, ты немножко ставишь нам непосильную задачу. Понимаете, косвенно. Прямо не говорят, но фактически в своей практике теории не так говорят. Вот и мне это говорили, что куда ты полез заповеди выполнять? Гордыня в тебе такая сумасшедшая, ты еретик, ты не можешь этого сделать. Я говорю, почему же я не могу, когда у меня это получается? У меня не только теоретически получается, у меня пришло здоровье, мне пришло радостное настроение, пришло настоящее, неделанное уважение к Богу. Я понял, что это такое для меня. И душа тогда открылась, и говорю, Господи, спасибо тебе за такой красивый мир, за то, что я в нем живу, что я не забыт. Что, оказывается, еще можно, зная, как это делается, избавиться от прошлых грехов. И тогда тебе приходит здоровье и удача в судьбе, настоящее. И от этого становится радостно, что при этом ни у кого ничего не украл, не отнял. Я живу нормально, в русле закона. Когда приходит вот, настоящая благодать, думаю, здорово.
А почему бы это всем не добиться?